Друзья, вы просили, и я делюсь. Печенье на сковороде за 5 минут. Целая миска. Опа, мой Сережка уже съел. За 5 минут тоже. Ну что, начнем? Рецепт простейший. Все очень быстро. Весы. Миска. 250 граммов творога. Он может быть любым. Ну, ребят, плюс-минус. Сюда же 60 граммов сахара. Вы сейчас удивитесь, насколько это все быстро и просто. 60 миллилитров растительного масла. У меня весы отмеряют и жидкость. Обязательно пол чайной ложечки соли для баланса. Также люблю сюда добавлять лимонную пудру. Рецептом поделюсь в процессе. Очень вкусно и ароматно получается. Разбиваю одно яйцо. Ну и все. Дело осталось за малым. Все это измельчить. Можно с помощью вилки, а можно и блендером. Что мы сейчас и сделаем. Поехали! Сильно мелко измельчать не буду. Мне нравится, когда в печеньках попадаются такие фрагменты творога. Убираю блендер и добавляю 1 чайную ложку соды без горки. Ничем не будет отдавать, все будет отлично. Если у вас творожок не кислый, лучше заменить соду на разрыхлитель. Я сегодня купила кислячок. Вот, уже видно, пошла реакция. Сода начинает работать и постепенно ввожу муку. Каждый раз уходит по-разному. От 270 до 300 граммов муки. Ребят, нужно ориентироваться по консистенции. Посмотрите, какое красивое тесто. Видно, Сережка? Конечно. Оно как солнышко. Этот цвет придает тесту лимонная пудра. Казалось бы, да? Когда тесто уже неудобно вымешивать. В миске стол присыпаю мукой из общего количества. Выкладываю тесто. Красивое какое. Еще немножко присыплю и замешиваю. Сильно долго месить не нужно. Главное, чтобы все объединилось. В общий ком. Да, Сережка, в общий ком. По необходимости подбавляем муку. Я это делаю всегда постепенно, потому как сорт разный и влажность муки всегда разная. Готово. Тесто мягкое, эластичное, липнущее, но отлипающее от рук. Все, больше муки не рекомендую добавлять. Печенье будет тогда мучное, а так творожное. Ну что, сковородки на огонь. Пусть греются. Я буду делать сразу на 2. Стол немножко присыпаю мукой. Отрезаю часть теста. И сейчас, по желанию, я это делаю совсем просто. Раскатываю в прямоугольник, в круг, вообще как получается. Видно, да, фрагменты творога? Вообще шикарно. Он плавится и так получается вкусно. Сырники отдыхают. Да, вот такая вот ширина. Я это делаю просто. Разрезаю на такие вот небольшие квадратики. Выкладываю на разогретую сковороду. Сухую. Все делается очень быстро и просто. Только успевай. Сюда, сюда. Оставляю между ними расстояние, так как они немножко будут увеличиваться в объеме. И сейчас накрываю крышкой, делаю небольшой нагрев, примерно на моей газовой плите вот так. И пеку 5 минуточек. Я за это время быстренько успею сделать на 2 сковороду. Также накрываю крышечкой и пеку 5 минут. Ну что, смотрим, прошло 5 минуточек. Посмотрите, какая красота. Переворачиваю с помощью вилочки. Тут, конечно, ребят, придется немножко... Ловкости. Да, я это, как всегда, делаю вилкой. Мне так нравится больше. Хочется, чтобы же они остались воздушными, понял, да? О, посмотрите, какие красавцы. На сухой сковородочке минимум жира. Пушистики. Прямо 2 сразу, видел? Снова накрываю крышкой еще 5 минут. Пока эти переверну. Вот так все быстро происходит, поэтому сильно не отвлекаемся. Печеньки получаются в меру сладкие, поэтому, друзья, деткам можно смело еще куда-нибудь обмакнуть. Снова накрываю на 5 минуточек. Ну что, друзья, еще... Вау. Посмотрите, какая красота. Ай, класс! О, пушистики. Выкладываю их в подходящую мисочку. И пока они еще горячие, посыпаю их этой же лимонной пудрой. Она так хорошо сочетается с творогом. Это просто нечто. И эти готовы. Посмотрите, какая красота. Юху, почти целая миска. За какие-то реальные 10 минут. Ну что, покажу вам, как же я делаю сахарную пудру. Цедра лимона, я ее сушу сама. Отправляю в кофемолку. У меня здесь с 2 лимончиков. Сюда же столовую ложку сахара. И измельчаю. Готово. Вот, ребят, вот такая вот пудра у меня получается. Как сушу? Беру бумажное полотенечко, овощечисткой срезаю цедру, потому как, друзья, я свое утро начинаю со стакана горячей воды с лимоном.
заворачиваю, чтобы ни пыль, ничего не попадало. И кладу над газовой плитой на вытяжку 2 дня сухое. И вот так вот в летний жаркий день с холодным клубничным компотом вот такие вот пушистики. Посмотрите, какие они мягкие. Покажу, что же в серединке. А в серединке тянется даже творожок. О, мягенькие-мягенькие. Вкусные и полезные. Да, друзья, вкусно и полезно. Ставьте лайки, делитесь своими рецептами. А мой Сережка сейчас будет пить компот. На, Лопать их. открывай рот. Ням-ням-ням. Хотя он уже тазик съел. Вкуснотища. Да, вкусно и просто.